Долгое время считалось, что по древней земле ползали пауки размером с собаку. И хотя сегодня мы знаем, что это были гигантские морские скорпионы, реальность того времени поражает воображение ничуть не меньше. Представьте, океан, кишащий причудливыми монстрами, и мир за его пределами– это суша из голых скал, палящего солнца и резких перепадов температур. Здесь почти нет почвы, нечего есть и негде спрятаться. Для жизни того времени выйти на берег было почти безумием. Чтобы сделать этот шаг, эволюции потребовались миллионы лет гениальных инженерных решений. В этом видео мы отправимся в эпоху, когда привычный нам мир еще не существовал. Вы увидите, как микроорганизмы растворяли твердые скалы, создавая первую почву. Пройдетесь сквозь первобытные леса из гигантских хвощей и узнаете, как первые позвоночные на фоне глобального кризиса сделали первые шаги на берег, чтобы довольно быстро стать властелинами прибрежных зон и болот. Как жизнь совершила свой самый грандиозный переезд с моря на сушу? Давайте разбираться. Заселение земной суши растениями началось, вероятно, с тончайшей пленки микроорганизмов и стало началом цепи серьезнейших изменений во всех аспектах жизни планеты. В начале Кембрийского периода, палеозойская эра, около 539 миллионов лет назад, в древних морях сложились идеальные условия для развития мягкотелых беспозвоночных и водорослей, ископаемые останки которых были обнаружены еще в докембрийских осадочных породах. Моря этого периода просто кишели жизнью, особенно много было моллюсков и других беспозвоночных, а сама водная среда способствовала образованию и сохранению множества окаменелостей. Однако на суше условия не благоприятствовали развитию жизни. Скалы сами по себе не могут стать источником питания растений. Сначала они должны выветриться и превратиться в почву. Животные не в состоянии обходиться без изобилия растений. Жившие в древних морях простые существа могли свободно плавать и собирать пищу, но на суше питаться им было нечем. Почва прежде всего. Почва – это не просто слой грунта. Это сложнейший живой фундамент, без которого существование лесов и животных было бы невозможно. Но как она появилась, если для ее создания нужна сама жизнь? Разгадка в том, что этот процесс проходил поэтапно. Еще в докембрии, более 3 миллиардов лет назад, на сформировавшемся в результате выветривания горных пород песке начали селиться микроорганизмы. Они насыщали этот каменный субстрат углекислым газом и аминокислотами, создавая первичную протопочву. Именно на этой скромной базе к концу ордовикского периода, около 470 миллионов лет назад, смогли закрепиться мохообразные наземные растения. Умирая, они обогатили грунт первой органикой, создав условия для заселения суши животными. И уже затем, на протяжении миллионов лет, останки животных и растений превратили эту первичную смесь в тот самый плодородный слой, который мы знаем сегодня. Первыми из них стали мелкие членистоногие, такие как клещи и многохвостки. Как ни странно, древнейшие окаменелые следы этих животных появляются в летописи на целых 50 миллионов лет позже. Неужели им потребовалась такая вечность, чтобы вслед за растениями перебраться на берег? Вряд ли. Во-первых, следы их жизнедеятельности находят и в более древних отложениях. Во-вторых, огромное видовое разнообразие ранних членистоногих доказывает, что их эволюция началась гораздо раньше. Сегодня генетические исследования и молекулярные часы показывают, что они отделились от своих общих предков еще в Кембрии или раннем Ордовике. Споры растений и фрагменты их кутикулы, кожицы, свидетельствуют, что к концу ордовикского периода примитивные растения уже заселили сушу, в то время как в океанах только появлялись первые рыбы и бурно развивались кораллы. Корни и растения. Следующим важным этапом в эволюции растений стало появление корневой системы. Она развивалась по мере увеличения разнообразия сосудистых растений с начала Силура и, возможно, с конца Ордовика. Высшие растения, такие как Барагванатия из австралийских отложений, обитали на суше в конце Силура, начале Девона. В то время суша была уже доступна растениям, но ее заселение оказалось сопряжено с определенными трудностями,
так как суша в Силурии была не слишком гостеприимной и представляла собой голую пустыню, покрытую вулканами, бедную почвами и лишенную развитых наземных экосистем. Именно в это время, в результате тектонических сдвигов, образовались многие элементы ландшафта, сохранившиеся по сей день. Например, в результате поднятия морского дна возникли известняковые утесы на границе сегодняшних США и Канады, с которых низвергается Ниагарский водопад. Растениям постоянно угрожало обезвоживание. Для выживания им требовались средства защиты от высыхания. Такими средствами стали клетки, способные восстанавливаться после высыхания, и плотная, препятствующая испарению внешняя кора. Именно благодаря этой коре такие растения, как куксония и риния, сохранились в отложениях осадочных пород, хотя едва достигали нескольких сантиметров в высоту. Кроме того, растения приспособились к краткосрочным циклам роста, максимально используя периоды благоприятных условий и производя споры, сохранявшиеся до следующего дождя. В Девонский период появились настоящие леса. Они были ничуть не похожи на современные и состояли из первых крупных деревьев, таких как археоптерисы и ваттиезы, которые напоминали гигантские древовидные папоротники и достигали высоты от 8 до 20 метров. Уже позже, в каменно-угольном периоде, их сменили гигантские плауны, такие как лепидодендрон и древовидные хвощи рода каламитов, образовывавшие многометровые болотные леса, где некоторые растения достигали 30-35 метров. Современные хвощи и плауны не превышают в высоту нескольких десятков сантиметров. На окаменелых частях стеблей древних хвощей до сих пор можно увидеть поперечные канавки на местах, где к стеблю крепились розетки листьев. И хотя весь род лепидодендронов и вымершие хвощи рода каламитов исчезли, до наших дней дожили отдельные их представители и многие родичи, которых особенно много в тропиках. Густые заросли этих гигантских споровых растений миллионы лет покрывали огромные участки нашей планеты. Их отмиравшая биомасса накапливалась веками, спрессовываясь под тяжестью новых упавших стволов, что со временем привело к их изменению и формированию промышленных залежей каменного угля. Насекомые. Тела большинства беспозвоночных не были защищены внешним скелетом. Именно поэтому многие жившие в древнейшие времена животные нам совершенно неизвестны, так как их мягкие тела полностью разлагались и просто не могли окаменеть. Впрочем, ископаемые останки мягкотелых животных все же иногда встречаются в водной среде. На них образовывался тонкий слой известняка, не пропускавший кислород и замедлявший разложение. На суше такое невозможно. Именно поэтому, даже если в то время существовали наземные мягкотелые беспозвоночные наподобие слизней, они вряд ли могли сохраниться в виде окаменелостей. В результате из всех обитавших в Девоне животных окаменелости образовали только обладавшие прочным внешним скелетом насекомые и паукообразные, а также многоножки. Жизнь на суше. Наиболее древними из образовавшихся на суше окаменелостей животных являются останки давно вымерших паукообразных тригоноторбид, облаченных в крепкий панцирь. Долгое время считалось, что среди древних паукообразных существовали колоссальные гиганты, например, южноамериканский вид мегарахния, чье тело по описаниям достигало 30 см в диаметре, а размах лап оценивался до полуметра. Однако в 2005 году было доказано, что мегарахния являлся крупным пресноводным ракоскорпионом, а не пауком. Статус самого крупного ископаемого паука перешел к юрскому Нефила джурасика, монголарахния, хотя он и уступает по размерам современным птицеедам. Окаменелые останки одних из древнейших наземных беспозвоночных, таких как многоногих кампикарис и паукообразные палеотарбус, обнаруживают в силурийских отложениях Великобритании, и сегодня их возраст оценивается примерно в 425 миллионов лет. Это доказывает, что заселение суши животными после появления на ней растений проходило очень быстро. Переселение.
Переход некоторых водных беспозвоночных к сухопутной жизни произошел, по-видимому, в силурийском периоде, а массовое освоение суши на границе Силура и Дивона около 419 миллионов лет назад. Эти животные сравнительно легко приспособились к новой среде обитания. Заселившие Землю и начавшие поедать растения и друг друга беспозвоночные в Дивоне сами стали кормом для более крупных существ, когда позвоночные выбрались из своей водной колыбели и сделали первые шаги по суше. Древнейшие окаменелые следы четвероногих сегодня датируются Средним Дивоном, около 395 миллионов лет назад. Появление этих первопроходцев среди наземных позвоночных удивительным образом совпало с эпохой жесткого биосферного кризиса, массовым дивонским вымиранием, уничтожавшим параллельно множество других видов. Тем не менее, как только первое позвоночное существо окончательно закрепилось на суше, оно довольно быстро заняло пустующую нишу, став самым крупным и грозным хищником прибрежной зоны и болот, что открыло им путь к дальнейшему абсолютному доминированию на континентах. Самая большая ирония в истории Земли заключается в том, что наш с вами мир мог и не состояться без чудовищного апокалипсиса. Возможно, экологические кризисы Дивона подтолкнули позвоночных к освоению суши, заставив их искать спасения вне привычной среды. Но была ли жизнь неизбежно обречена рано или поздно выйти на берег? Или же все мы лишь случайное следствие глобальной катастрофы? У науки до сих пор нет окончательного ответа. Напишите, что вы думаете об этой эволюционной лотерее. Самые интересные мысли обсудим в комментариях. Спасибо за просмотр, оставайтесь любознательными и до встречи в следующих видео.